С выходом нового персонажа Мо, также известного как Гонщик нелегальный, в комьюнити Браво разгорелась дискуссия. И началось все это с фрагмента видео англоязычного ютубера Kairos Time, в котором говорится о том, что якобы у Ворона самый маленький хитбокс в игре, а после продолжительного тестирования он нам с уверенностью может заявить, что хитбокс Мо либо такой же, как и у Ворона, либо он еще меньше, чем у Ворона. Данный отрывок распространился по соцсетям, в том числе и в ТикТоке, где он набрал почти 2 миллиона просмотров. Казалось бы, вроде официальный ютубер фигни не скажет, и ему, наверное, можно доверять. Или все-таки нет? Пока ТикТок-комментаторы спорят между собой насчет того, одинаковые или разные у персонажей хитбоксы, пытаясь доказать правоту своей точки зрения, сегодня вы узнаете реальные факты про хитбоксы в Бравл Старс. Поэтому давайте сразу к делу. Кстати, Мо сейчас находится в раннем доступе, и его можно приобрести в моем магазине Sangdragon Gems, так же как и Бравл Пасс гемы и акции по самым низким ценам. А также там сейчас проходит розыгрыш на 3 бесплатных Бравл Пасс Плюс. Условия максимально простые, а итоги будут 5 сентября, в день выхода нового сезона Бравл Пасса с Спанч Бобом. Поэтому обязательно участвуй в конкурсе и покупай быстро, дешево и безопасно по моей ссылке в описании. Для начала разберем сам фрагмент из видео Кайроса, в котором сначала показывается сравнение хитбокса Фрэнка и Ворона, а затем сравнение хитбокса Мо и Ворона. Как можно заметить, в первом случае визуально размеры хитбокса отличаются. И сразу забегая наперед, размер хитбокса Фрэнка действительно больше, чем размер хитбокса Ворона. А во втором случае Кайрос нам пытается сказать, что размер хитбокса Мо может быть еще меньше, чем у Ворона. И что вообще у Ворона якобы до этого был самый маленький хитбокс. Но действительно ли это разница в хитбоксах, или это просто человеческая неточность? Для того, чтобы узнать ответ на этот вопрос, даже не нужно проводить подобные тесты. Все, что нам нужно, уже находится в файлах игры. Нам понадобится найти файл characters.csv, в котором собраны все параметры персонажей, такие как хп, урон, скорость передвижения, накопление ульты и так далее. Но нас здесь интересует одна переменная под названием Collision Radius. Именно этот параметр отвечает за размер хитбоксов персонажей. У большинства бойцов этот размер составляет 120. Но 120 чего? Яблок? Бананов? Подорванных задниц против кита и дерева? Чтобы узнать ответ на этот вопрос, стоит также знать, что один блок в игре содержит в себе 300 единиц координаты x и y. Теперь можно сосчитать размер этого хитбокса. И он составляет 0,8 блока. Да, как можно заметить, этот хитбокс простой кружок, но он меньше того кружка, который вы видите под персонажем. Только вот почему тогда, несмотря на то, что хитбоксы это просто невидимые кружки, у Фрэнка этот хитбокс все равно больше? Неужели размер модели все-таки решает? На самом деле, как я ранее говорил, есть бойцы, у которых размер хитбокса отличается от хитбоксов других бойцов, и составляет он 145 единиц, или примерно 0,97 блока, то есть почти целый блок. Такой хитбокс имеют Бул, Эль Примо, Пэм, Дэрил, Фрэнк, Роза, 8-бит, Сэнди, Джеки, Эш, Мэг в форме мехи, Фэнк, Сэм, Арти, Хэнк, Даг, Перл и Чак. Как можно заметить, увеличенный размер хитбокса в основном имеют толстые жирные персонажи с большим количеством хп. Но такой размер хитбокса это всего лишь решение разработчиков, и этот размер никак не связан с реальными размерами модели персонажа. Например, у Сэнди хитбокс такой же, как и у всех остальных танков, но я бы не сказал, что он такой же толстый, как и Пэм. Есть персонажи потолще, чем Сэнди, например Басс, но размер его хитбокса, так же как и у большинства других бойцов, составляет 120. А теперь главная суть этого ролика. Несмотря на то, что у разработчиков по сути есть возможность поставить любой размер хитбокса для каждого персонажа индивидуально, они используют для них либо стандартный размер 120 единиц, либо увеличенный размер 145 единиц. Но уменьшенного размера хитбокса для персонажей на данный момент нет. Это значит, что у Ворона хитбокс ровно такой же, как и у большинства остальных бойцов. И также это означает, что новый персонаж Мо и в форме дрели, и в форме мышонка имеет стандартный хитбокс размером 120 единиц. А это значит, что утверждения Кайроса насчет самого маленького хитбокса у Ворона и у Мо не верны, поскольку почти у всех персонажей такой же хитбокс,
что и у этих двух. Почему же тогда возникло такое ощущение, что у Ворона хитбокс меньше, чем у остальных персонажей? Скорее всего, оно возникло из-за того, что у Ворона высокая скорость передвижения, которая составляет 820 единиц. И логично, что если Ворон не будет стоять на месте, то по нему будет сложнее попасть, чем по какому-нибудь вольту первого уровня с тем же самым размером хитбокса, но скоростью передвижения 650 единиц. Банально снаряды не успевают долетать, пока Ворон перемещается из одной точки в другую. Из-за этого и возникает ощущение, что у Ворона якобы меньше хитбокс, чем у остальных, но мы уже выяснили, что это не так. Также стоит понимать, что белая полоска, которая появляется, когда вы нацеливаете свою атаку, не означает реальный размер хитбокса выпускаемого снаряда. Даже атака Пока это на самом деле всего лишь 4 хитбокса, а не весь конус, который является чистым визуалом. Некоторые из хитбоксов снарядов толще, чем другие, и ими можно без проблем попасть по вообще любой цели, а некоторыми тяжело попасть в принципе. Единственное условие, которое проверяется для нанесения урона персонажу, это то, столкнулся ли хитбокс снаряда с хитбоксом персонажа. И если это столкновение произошло хотя бы на миллисекунду, то урон регистрируется. Сами модели атаки и кружки под персонажами, которые вы видите, никакой роли не играют. Они нужны чисто для визуального восприятия. Ну и теперь, когда вы узнали больше о хитбоксах, самое время рассказать вам факты про хитбоксы питомцев персонажей, размер которых отличается от стандартных 120 единиц. Начнем мы с питомцев, размер которых составляет 145 единиц. К ним относятся медведь Ниты, клон Ловы, ноги Арти, пауки Чарли, а также все пингвины Мистера Пи и блохи Евы. Но несмотря на это, у спавнеров Мистера Пи и Евы размеры хитбоксов все равно стандартные 120 единиц. А вот хитбоксы размером в 90 единиц, то есть 0,6 блока, есть у чертиков Тары, ульты Тика и крыс Эша. Что касается игровых объектов, у сейфа в ограблении размер хитбокса составляет 160 единиц. Это примерно 1,7 блока. Итак, мы выяснили, что у бойцов действительно могут быть разные хитбоксы, но у Ворона и у Мо их размер такой же, как и у большинства других бойцов. А также ты теперь знаешь больше про размеры хитбоксов объектов в игре. Напиши в комментариях, какой факт о хитбоксах тебя удивил больше всего, и не забывай про участие в конкурсе, а также лайк и подписку на мой YouTube и Telegram канал. На сегодня у меня все, я с вами прощаюсь, до скорых встреч, пока.